Привет! С вами Андрей Астрак. Сегодня я расскажу, как можно перекрашивать ваши макеты Figma в другую цветовую схему с помощью плагина Yellowstone. К примеру, темную тему. Я подготовил макет в светлой теме. К каждому элементу я назначил токен с учетом семантики элемента. Теперь нам нужно установить плагин Yellowstone, с помощью которого будет твориться вся магия. Переходим в раздел Home, выбираем раздел Community и вводим название плагина. Но вам, в принципе, вводить ничего не потребуется, так как ссылку на плагин я оставлю в описании к этому видео. После того, как установили плагин, запускаем его. Тут нам нужно назначить название нашему первому набору стилей. Допустим, это будет Light для светлой темы. После нам нужно продублировать эту тему. Нажимаем Duplicate Theme. Вводим название Dark. Дублируем фрейм, который мы хотим перекрашивать. Выбрав фрейм, который будем перекрашивать в темную тему, переключаем тему на Dark. Это нужно для того, чтобы наши токены предназначились в другую цветовую схему. Как вы можете заметить, здесь в панели стилей произошло переключение на Dark. Осталось самое увлекательное занятие – это переназначение стилей цвета у темной темы. Нам нужно просто выбрать элементы и изменить параметры цвета у него. Так делаем с каждым элементом, который хотим поменять для темной темы. По сути, вот мы нарисовали наш новый фрейм для темной темы, сохранили назначенные наши токены, но внесли в них изменение цвета. Давайте проверим работу плагина. Продублируем наш светлый фрейм, запустим плагин и в списке тем выберем Dark. Вуаля! Если все было сделано корректно, то фрейм изменит тему на темную. Как вы понимаете, с помощью этого плагина можно создавать уйму различных цветовых схем и с легкостью переключать их между собой. Переключение тем может быть полезно на этапе проверки дизайна. Можно отследить, верно ли токены были назначены каждому элементу. Словом, я изначально хотел рассказать про другой плагин для переключения тем, который называется Appearance. Но во время работы над сценарием к этому видео я осознал, что с ним будет больше рутины, так как нужно будет дублировать стили вручную. Плюс у него, к сожалению, поддерживаются только две темы. Темные и светлые, допустим, и для кого-то это может быть ограничением, если, допустим, у вас в продукте множество тем. Если у вас есть советы, как можно оптимизировать процесс предназначения цвета для новых токенов, то пишите их в комментарии к этому видео. Плюс буду рад вашей подписке на канал и лайку к этому видео. Это поможет росту моему каналу и моей мотивации создавать новые видео для канала. Спасибо, что смотрели, и пока-пока!